Мы танцевали под луной, и я просто никогда не забуду его лицо, просто в него влюбилась. Это было незабываемо, знаете. Собирала там все палки, всю траву, могло быть и хуже, да. И я думаю, господи, ну зачем вы мне это сделали? Да, хорошо, пшш. Но было очень стрёмно. Внимание, я ни разу не готовила хинкал. И еще, давай, мешай тут, мешай там. Привет, я выхожу замуж. Когда начинался этот влог, и если бы я начала вести свой YouTube канал 5 лет назад. 5 лет назад я вышла замуж. Кто не знает, кто не подписан на мои другие соцсети, оставлю здесь на них ссылку. Если вы подписаны, но все равно по какой-то причине пропустили этот момент, то расскажу вам сегодня о том, как прошла наша свадьба 5 лет назад, когда я еще не была блогером. Я была обычная девочка, которая хотела очень красивую свадьбу. И спойлер, скажу, что это была лучшая свадьба, которую я только могла себе представить. Расскажу, что мне понравилось, что не понравилось, какие минусы были, которые я увидела. Мой ребенок проснулся. Ну что ты будешь делать, а? Ну вы гляньте на него. Я бы хотела прокомментировать свою свадьбу и показать вам в моментах такими вставочками, как она в целом проходила. Хочу сказать о том, что мой муж наполовину даргинец, наполовину русский, но несмотря на это, у нас была свадьба больше, ну, я русская, у нас была свадьба больше кавказская, то есть у нас не было горько, например, у нас была большая часть лезгинка, у нас была свадьба в целом по таким традициям Дагестана. Мы нашли какой-то компромисс в этом плане. У нас не было конкурсов. У нас была такая я скромная невеста, ни слова не сказала за всю свою свадьбу. Ну, это я так, пометочка небольшая. И вообще, знаете, к чему я начала вообще снимать этот влог? Как мне пришла в голову эта идея? Я вообще фанат альбомов для фотографий. И я уже который год печатаю вот такие вот классные книги, где сохранены все воспоминания, все наши поездки. Я просто обожаю их пересматривать, и я наткнулась на фотографии со своей, ну, с нашей свадьбы. И я подумала, блин, я бы столько всего изменила, надо обязательно этим поделиться. И вообще хочу сказать пару слов о таких альбомов. У меня в телефоне, так как я уже 3 года веду блог, очень много контента, и честно, я редко заглядываю в свою фотопленку, потому что там, первое, тяжело что-то найти, второе, ну, блин, у меня 180 тысяч файлов, то есть что-то найти определенное там достаточно сложно. И для меня спасение вот такие вот книги. Я совсем недавно заказала еще несколько уже новые мои книги, посвященные «Одна и миру», и наш прошлый весь год. Я там запечатлела абсолютно все. И то, как мы с девочками куда-то едем, что-то делаем, открываем новые проекты наши. Сохранила все самые классные воспоминания, которые я буду пересматривать, которые у меня связаны с этим годом. Например, что мы купили квартиру, о том, что я узнала, что беременна, там, что мы ездили в гости к нашим родным. В общем, все самые такие воспоминания этого года я запечатлела в книгу, и мне очень тепло от того, как я могу их пересматривать, возвращаться в эти моменты. И, например, я обожала в детстве, знаете что, когда приходишь в гости, и люди достают альбом с детскими там фотками, их пересматривая и дополняя какими-то классными историями, которые связаны с этим моментом. Я просто, это мое любимое. И честно, я очень хочу, чтобы и к нам также приходили в гости, мы доставали нашу стопочку альбомчиков и рассказывали, что было в этот период, в этот момент, наши эмоции и так далее. Мне кажется, это очень крутая идея. Заказала я эти книги все в сервисе, который занимается печатью вот таких книг с вашими фотографиями. Он называется Периодика. Очень удобный сервис. Можно перейти на сайт, ознакомиться. Вы просто добавляете туда свои фотографии. Очень удобно, что менеджер на связи и дизайнер помогает, конечно же, все эти фотографии вам скомпоновать. То есть я отправляю только фотографии воспоминаний, те, которые я хочу, чтобы напечатали. А дизайнер помогает грамотно расположить их так, чтобы это было красиво. Вот так, например. Очень классно.
Если вы также хотите сохранять свои воспоминания на бумаге, если вы такой же фанат альбомов с фотографиями, как и я вам рекомендую сервис Периодика. Распечатайте свои воспоминания, они могут быть приурочены, как у меня, например, к рождению конкретно моего ребенка, либо к определенному событию. Я еще хочу напечатать отдельный альбом с нашей очень красивой первой фотосессии с Эмиром. Там очень много классных фоток, поэтому нужна отдельная книга. Также сообщаю, что если вы при заказе на сайте укажете промокод, вы получите скидку. Не упустите эту возможность, акция будет длиться ровно месяц. Ну что, начнем, пожалуй, с просмотра нашего 2-минутного свадебного ролика. Потом напишите в комментариях вообще, как вам, нравится, не нравится. А я буду комментировать отдельные пункты дальше. Она не ползала на коленках, как это делают маленькие дети. Она у нас шустрая, она у нас сразу начала ходить. Я никогда не встречала таких людей, как Таня, таких искренних, таких правильных. Счастья вам, здоровья. Always in my empty space, but I know someday I'll make it out of fairy. Isn't it lovely, all alone? Heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. На нашей свадьбе было около 300 человек. Большая часть, конечно же, это со стороны мужа, потому что у него много родственников, у меня их не так много. У нас на свадьбе было всего 2 стола моих гостей. Все остальные родственники, друзья, знакомые, родители и, собственно, самого мужа. Очень было приятно видеть эту поддержку, очень ценно от ребят. Приехали, поддержали, много танцевали. Свадьба бывает веселая только тогда, когда девочки и мальчики танцуют. Если все будут сидеть и кушать, ну, такая себе свадьба получается. Вот. Мои подруги, близкие тоже смогли приехать. Это Хадя и Оля, а также Ханум. С Ханум мы дружили с садика детского, чтобы понимать. Они были моими подружками. Сидели мы за столом с ними по очереди. Очень тоже было прикольно. Следили они за мной хорошо. Хотя я там в моменте была недовольна, но мне кажется, это все от волнения. Что там, что они меня не поправили, что-то там еще что-то. Ну, короче, очень была приятная поддержка и ценно. Так, комментарий по поводу наших свадебных образов. Честно, я просто влюблена в свое платье. Я бы не надела, наверное, ни одно другое. Даже сейчас, прошло там 5 лет, оно мне очень нравится. Я в него влюбилась. Я помню, как в месяц Рамадан я поехала его выбирать. Мне помогали родственники мужа, ну, девочки. Обошли мы все свадебные салоны. И вот я нашла его, я померила его и просто в него влюбилась.
влюбилась. Это было незабываемо, знаете, я брала его в прокат. Насчет платья, это абсолютное попадание. Всегда хотела такое пышное, огромное платье принцессы, как мой ребенок. У меня это получилось. Но в нем было супер неудобно просто ходить. Оно огромным шлейфом. Это все, конечно, в свадебном салоне было классно, красиво, когда гладкий пол, но по факту у нас была свадьба, в селе. Мы гуляли, я собирала там все палки, всю траву. Я наступала 1000 раз, там запуталась в этом платье себе на ноги. Это, конечно, было чуть тяжело. Я подумала, все невесты через это проходят, поэтому я понимаю невест, которые выбирают удобное платье, чуть попроще, там удобную обувь, некоторые даже кроссовки под свадебное платье одевают. Я все понимаю, 0% осуждения, 100% понимания. Насчет прически и макияжа, я сделала их в салоне. Я сказала, что мне понежнее макияж, мне сделали вообще слишком супер ярко. Я честно, не была довольна, хоть и на фотографиях, на видео сейчас, в целом ок, в целом могло быть и хуже, да. Мне сделали вообще не то, что я хотела, поэтому тоже была чуть-чуть этим недовольна. Оцениваю свой образ из-за провала с макияжем где-то на 7 из 10, потому что макияж-то еще что они не делали с прической, я сама в 1000 раз лучше накручиваю волосы, делаю укладку, они мне нафигачили лака, у меня от лака все, провисло, локоны распрямились, и я думаю, господи, зачем вы мне это сделали? Я причем говорила, у меня тяжелый волос, мне не надо много лака. Да, хорошо, Только из-за этого я, наверное, оцениваю свой образ на 7 из 10 по уровню моего удовлетворения. Очень классную еще приколюху мы придумали с нашей тетей. Она, так как приходят за невестой, тетя моя стоит, одела фату. Да, они просят невесту, там дают какую-то сумму денег. Говорят, сейчас мы вам выводим невесту. И выводят мою тетю. Закинули! За такую сумму? Вот ее! Деньги тоже верните еще! Охомутовали целого нашего брата, еще деньги просят с нас. Да. Такого жениха. Все, вы можете езжать, вас купили. Тихо. Знаешь, сколько? На бензин дорого. Первые 20 рублей стоило, меня обманули. Вот за лучше надо платить. Это было очень смешно, этот момент запомнился многим на моей свадьбе, многим гостям, кто был в этот момент. Это было очень классно, интересно, и, наверное, это все, что было из каких-то приколюх. Дальше у нас была чисто официальная какая-то свадьба, без шуток, без там всяких конкурсов, развлечений и так далее. Танцы, еда и вот такая вот официальная строгая часть. Обязательный ритуал худудских свадеб — это танцы. Танцы, когда забирают невесту, когда жених приезжает. Это просто мои любимые танцы на протяжении всего этого дня. Я была на нескольких свадьбах родственников мужа. И везде, там, любая остановка сразу танец, перекус танец. Если даже на длительном там расстоянии едут за невестой, либо же невесту везут куда-то, в дом жениха, например, сразу любая остановка, то сопровождается гармонию, барабанами, все вот эти вот атрибуты. И, честно, я когда слышу это, мне так приятно на душе, я не знаю, какой-то звук уже родной, знаете. И, в общем... Сейчас, пересматривая это все, понимаю, как я полюбила, не знаю, все это. Я понимаю, почему я так влилась, потому что мне очень близка эта атмосфера, эти звуки, мотивы. Обожаю. Честно говоря, по поводу того, что большая часть людей была со стороны мужа, я немного испытывала дискомфорт от того, что наших намного-намного меньше, но я видела эту поддержку родственников мужа, то, что они там выходили на танцы, там, когда нашей стране это было посвящено. Видела эту поддержку, тоже было очень приятно. Но, честно говоря,
Понимаю, почему делают, например, раздельные свадьбы, где первый день это чисто там вообще дагестанцы, они чаще всего делают 2 дня свадьбы. Первый день это полностью день невесты, и там есть родственники, друзья, столько там невесты, ее родителей, ее родных. Второй день это день жениха, и там то же самое, только со стороны жениха. Но некоторые объединяют свадьбу, когда очень много знакомых, очень много родственников общих, и как бы зачем делать 2, если можно объединить в одну. У нас точно так же, так как у меня было мало человек с моей стороны, мы решили объединить. В общем, хотелось чувствовать только свою вот эту поддержку, так как она была преимущественно больше со стороны мужа. Что такое, когда там мало людей выходит на танцы там или слово говорить, и у мужа такая целая толпа, знаете, 50 человек выходит слово говорить, и такая, ну это мелочь. Мне бы хотелось предоставить слово друзьям и подругам жениха и невесты. Я не думала, что наша дружба перейдет во что-то большее. Сказать, что родителям Васи, что им досталась действительно очень хорошая девочка. И я рада, что она досталась вам, потому что вы замечательный сын, достойных родителей. Мы поддержим тебя. Впереди новая жизнь, и у нас немного странные чувства. С одной стороны, мы безумно рады за вас, с другой, нам грустно от того, что время пролетело так быстро, и нам приходится тебя отпускать. Родителей Василия за таких вот очаровательных людей, за хорошего друга. Хотел бы пожелать удачи, любви, семейного благополучия, радости, счастья. Самые эмоциональные для меня моменты, они были дома, когда я была наедине со своей семьей, с мамой, с бабушкой, и мы там роняли слезу, так скажем. Извините, это мой сын. Тогда я плакала, когда мама говорила какие-то теплые слова, когда мои подруги, девочки говорили какие-то теплые вещи. На свадьбе какие были для меня прикольные моменты на самой уже в зале. Это когда... Вот я помню 3 таких четких момента. Первое, это когда мы шли фоткаться в парке и играли там зурна, барабан, гармонь, там что-то, и просто, не знаю, я иду такая, как принцесса в этом огромном платье, сзади идет куча людей, там друзей. Второй момент, это когда меня вывели на танец, невесту одну, где со мной там танцевали ребята, и кидали деньги. Это моя самая любимая, конечно. Вообще, это любимая любой невесты, мне кажется. На кавказских свадьбах вы, наверное, все видели, как кидают деньги невесте. Эти деньги потом остаются невесте. Это было прикольно, но, блин, я просто хожу по кругу, такие какие-то движения делать там не очень скромно, что ли, я не знаю, невесты так не делают, они просто ходят, смотрят вниз. Но было очень стрёмно, потому что на меня смотрели просто кучу людей, и я их многих еще не знала. Третий момент, наверное, это сам танец наш с мужем. Было очень круто, очень красиво. Мы заказали специальный дым, как я хотела, конфетти, которые потом были везде, просто во всех головах и одеждах у всех людей, кто был на свадьбе, у меня, конечно, в том числе. Четвертый момент, когда я сняла это свадебное платье, клянусь, оно мне все вот тут надавило, всем этим корсетом, всеми этими рюшами, они мне везде надавили, натерли, я уже хотела бы скорее снять это платье. Мы приехали домой, и я наконец его сняла. У некоторых есть традиции, да, там связанные с тем, что там свекровь снимает или еще, или там невеста до посинения должна быть в этом платье. Я чисто его сняла, приехала, и у нас начались домашние посиделки, домашний хинкал был. И я, которая должна была готовить, внимание, я ни разу не готовила хинкал, я знала, что меня это ждет перед свадьбой, мне говорил об этом муж, но я дома потренировалась, у подружки у Хади мы чуть потренировались, но это было все равно не то. Пришел брат мужа Имины, и он говорит: хинкал. Нет, друзья требуют хинкал. Короче, потом оказалось, что он специально сказал, никто ничего не требовал. Это он хотел, чтобы я его приготовила. В итоге, честно говоря, женщины замесили тесто, а я такая стояла, что? Нет, они, вернее, не замесили тесто, они все приготовили, и я просто вливала. Маиска мне тут стояла, говорила: ли еще, давай мешай. Мешай тут, мешай там. Короче, вот это вот все она мне подсказывала, как делать. Я просто под ее чутким руководством и
руководством еще количества огромного людей рядом сделала хинкал. Он был очень вкусный, всем очень понравился. Я его и раскатала, и просто его потом сварили, закинули, быстренько-быстренько раскидали. Я обожаю, обалдею, как это на свадьбах все бывает очень быстро. Просто какой-то завод, знаете, по производству еды, хинкала, там чуду и так далее. Еще самое, наверное, теплое воспоминание, когда все, свадьба закончилась, мы очень уставшие, было очень жарко. Это было 19 августа, мы реально очень устали, и садимся в машину, просто смотрим друг на друга, и Джон мне говорит, у меня как будто камень с плеч вот упал, потому что все, мы так долго к этому готовились, так долго это все обсуждали, вот эти вот подготовки бесконечные никак не заканчивались, и наконец-таки это все свершилось, мы поженились, и все, уже мы муж и жена, мы едем домой. Это был прям какой-то один из таких незабываемых моментов для меня. Пескун, блин, научился пищать как дельфин и пищит без остановки. Вот эти вот вечерние посиделки, когда уже хинкал все приготовили, все садятся, все тети, там мои подруги, сестры мужа, и мы сидели, болтали, обсуждали свадьбу, тоже было очень тепло и трепетно. Мои подруги, одна чеченка, одна русская, никогда не были на дагестанских свадьбах таких. Было очень интересно, и до сих пор у них остались эти теплые воспоминания, как и у меня. Я тогда не вела блог, я хотела просто сохранить эти воспоминания, не для контента, так скажем. Я бы, наверное, ничего не изменила, вот правда. Сейчас бы, понятное дело, я, возможно, по-другому уже сыграла свадьбу, но тогда в силу своих возможностей и возможностей мужа, спасибо большое родителям, они очень нам помогли сделать это торжество таким классным и незабываемым. Очень нам помогли. Прекрасный день, я считаю, когда моя жизнь разделилась на до и после. Еще я никогда не забуду лицо моего мужа 2 раза. Первое — это когда я родила ребенка, и он зашел в палату, посмотрел на меня. А второе — это на 2-й день свадьбы мы поехали гулять с нашими друзьями. Мы танцевали под луной, было очень мило, романтично, и я просто никогда не забуду его лицо, это счастье в глазах. Он на меня так никогда в жизни не смотрел. От таких воспоминаний это действительно тепло на душе становится. Люблю этот день и это время. И вообще благодарна за все, что у меня есть. Цените каждый момент своей жизни, старайтесь делать его прекрасно. Спасибо, что посмотрели этот влог. Напишите в комментариях, как вам наша свадьба, как вам мой образ, насколько он актуален сейчас. Очень рада, что я с вами этим поделилась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчики, пишите комментарии, я буду все читать.